Всем привет, дорогие друзья, с вами Ворона Дарья. И сразу извиняюсь, что так не было долго видео. Школа, учеба, все дела, домашние задания, вторая смена. Вот и не успевала снимать видео, которые вы хотели и которые я уже давно хотела вам показать, рассказать, что где у меня. Как вы помните, мое ранчо, прошлый ЧКШ, был на вот том подоконнике. Сейчас этот подоконник оккупировали цветы. Цветы оккупанты. Смотрите в сериале. Ну, в общем, вот такие дела. И теперь это все переместилось на ДСПшку. ДСПшку. Во. Которая покрыта гофровой бумагой. Ну так, начнем. Что мы видим? Первое, так это коневозку мою, которую погрыз мой кролик. Вот же за злодей. Вот тут погрыз, но тут это не важно. Главное, что она есть коневозка и будет коневозкой. Это шашка, буду называть породу. Это тинкерский жеребец. Упрямое и довольно милое животное. То есть его сейчас ведет его хозяин Егор. Да. Я еще сделала человечков с пластилина. У меня все человечки пластилиновые. То есть не удивляйтесь и можете писать в комментариях, какие они. Можете писать критику, буду делать лучше. То есть он ведет шашку из коневозки. И у него есть такой, как его называть, как он называется? Недоуздок его с чембером. Сделано все из одной нитки и будет поэтому мастер-класс. Так что ждите и не пропустите. Так, начнем сначала. Я тут перемещаюсь по полу. Опс. Все, переместилась в эту часть. Это Макс, это наш сторожевой пес. Очень давняя моя фигурка, очень... О, фокусируйся! О, вы видели, наверное. Вот. Все, ну, короче, вы его видите. Это Макс, у него тут цепочка. О, вот такой Макс. И это все на цепи. Вот. У него цепь, тут все закрепляется, все хорошо. Здесь у нас такие воротца, и дверки раздвигаются. Правда, тут стоит ограничитель, то есть его выдвигать полностью нельзя. Тут оно отодвигается, все хорошо. И там то же самое. На заборе у нас висит Попона Ромео. Вот этого коня, напоминаю, если кто забыл. Вот этого коня. И Вальтрап тоже Ромео, то есть у него все в клеточку. Так, переходим к сектору А. Да, не удивляйтесь, это не один сектор. Это сектор А, потому что он раздельный такой стоит. Здесь у нас стоит давний ваш друг, это Ангус. Очень послушный конь, достаточно хороший. Кстати, шашка специализируется этим конкором. А вот он специализируется конкором и выездкой. То есть он у нас такой красивый конь. Красивый и послушный конь. Тут у него седло упало. Да, седло заводское. Что у меня нет времени делать всякие седла. У него висит недоуздок, который я показывала в новостях. Может, вы не видели. И там же чомбр. Он желтой ленточкой. Конь хороший, нормальный, как я уже сказала, не строптивый. Тут у нас стоит наш любимчик Марципан. Он войсковый конь. Очень нехороший конь, легается, но хоть и войсковый, то есть вы понимаете, какой он должен быть. Здесь у нас стоит Сергей. Сергей у нас, это у нас конюх. Он чистит все сектора, то есть чистит, моет, гладит. Так, рассказываю про конюшню. Тут висит Вальтрап. Люстика. Да, вот удивитесь, что за имя Люстик? Это немецкое имя, переводит, что значит милый. Ну, скажите, он милашка. Напишите, подпишитесь на канал, поставьте лайк, кому нравится эта моська. Это кредитдайский жеребец. Кстати, вот эти два это Шайр, это Фриз. Тут у него уздечка, она регулирующая. И есть у него тут сено и игрушка, которую он может поиграть. Это наш перекрас. Хотела сказать самолет, но это не самолет. Это перекрас с черного мустанга в жеребца Пинто. Его зовут Орео.
Мне очень нравится это имя, и мне кажется, ему подходит. У него тут наградка до первого места. Так, тут у него такая чомбур. Его привязали, чтобы он не убежал. И тут два таких ленточки, как это называется. Кардео, вот. Это наша мойка. Тут я вот запихну туда. Там щетки вот это зеленое. Ой, боже мой, упал. Тут у нас sugar, точнее сахар. И ведро с подкормкой. Тут у нас тоже какой-то лак. Это у нас Джозеф. Или полкан. Кто как называют. Это сектор С. Все дневники идентичны. И там стоит наш Баки. Баки. Ну ладно, не слышать не надо. Так, у меня рука ужасна. Это наш прудик. А возле прудика на деревце расположились Коалка, Милли и Молли. Мама Милли, дочка Молли. Здесь у нас щенок Бетховена. Вот того пса. И его зовут Бобби. Мне кажется, ему идет. Тут свинья по мотивам. Свинья под дулом, только свинья под деревом. Это ее зовут Пигги. Так, тут у нас прудик. Дак плавает. Так и зовут, кстати, эту утку. И вот такие тут апартаменты. Это у нас, вот, видите, в кадр собака попадает. Это у нас Лесси. Собаку зовут Лесси, она тоже в недоустке из цепочки, как наш Макс. Наш Макс тоже из недоустки из цепочки. Браво! Ошейники из цепочки. О. Тут у нас под деревцем отдыхает козленок Меколка. Самое банальное, по-моему, имя. Тут у нас Ара расположился на таком как бы бережочке. Это, кстати, сделано из пенопласта. То есть все тут все сделано своими руками. Ну, кроме фигурок. Тут у нас Найда. Она тоже самодельная. И это, кстати, самолеп. И это самолеп. Она на лошадке по имени Джульетта. То есть у нас Ромео и Джульетта такие. У нас такие деревца растут. И тут у нас осел Данки. Бетховен наш. И тут у нас спортивная зона. Так, сейчас будет трынч, если я ничего не поломаю. Так, тут занимается Лиза. Это тоже самолеп. То есть все тут самолеп. Я очень горжусь своими фигурками. Это Лиза. Она занимается конкуром. Ромео занимается тоже конкуром. Девочка занимается выездкой. Но сейчас сидит Найда, которая оккупировала эту лошадь. Потому что, видишь ли, ей захотелось поездить типа вестерн. И она надела вестерн-седло, которое самодельное. Вот если вы видите. Ай, вот трап попал. Ну ничего страшного, потом повешу. Так. Тут они перепрыгивают такие брусья, приходят. Такие, ну, типа, это был чехончик, но это теперь одиночное препятствие какое-то. Но сегодня нужно попытаться сделать какие-то. Тут у нас Георгий, кстати, очень большой для всех нас. Сейчас, тихо, я вас закрою. Тринч-тыч, пу-бум. Это Георгий. Он ковбой у нас. Тринч-тыч, пу-бум. Так, камера не фокусируется. Камера не фокусируется. Ну, вот сюда. Эго! Алло! Камера, я к тебе обращаюсь. Ну вот. Во, наконец-то вы увидели. Ну, он обычный просто. Тоже самолеп, но он очень большой. Он стоит кормовой. Это у нас овес. Типа овес. Там какой-то тоже овес, но это крымский ветер. Да, я не в Крыму живу. Такой. Это тоже типа... Ну, мне мешочек просто понравился. И там сено. Тут у нас крольчатник, как я его называю. Это у нас типа домик для кроликов. И тут у нас бежал оттуда кролик. Кстати, зовут Рави. Рави. Кто не забыл, Рави. Рави зовут. Тут у нас живут кролики. Сейчас я открою дверцу. Вон, видите, забавную моську Банни. Вон они все. Там еще живет Снич. Вот там черненький был Снич.
Бело-черные это бани, а коричневые это кроли. Сейчас посыпется комментарий. Даша, почему ты не назвала кролика по имени Тишка? Как у тебя кролик? Потому что я не хочу. И все. Тут у нас прибольшая левада. Ну, это, может, для кого-то она маленькая, но для меня она большая. И вот во всех... Вот здесь засыпан песок, и здесь засыпан песок. Да, я контрапулист. И взяла песок с моря. Да. Наконец у меня песок с моря. И, кстати, возле левады есть такое, типа, в крышке там, это залито. Типа, это была вода, но я потом наклеила зерно. И стал какой-то зерновой. И камушки. По всей территории камушки. Тут у нас поилка такая. Ну, обычно это от чая, но поилка, она стоит здесь. Тут у нас сено. И разбросано по всей ливаде сено. Что разбросано по всей ливаде сено. Сено. Так, тут у нас жеребенок стоит. Это мой, кстати, новый шляпь. Его зовут Вайбер. Да, Вайбер зовут. И тут у нас тетечка. Кстати, вот тетечка, мне вот это больше нравится. Это наш ветеринар, зовут Аня. Она тут стоит с морковкой, кормит жеребенком яблочком и морковкой. Кому понравилась эта тетечка, сразу после этого видео съедайте яблочко, а кто-то морковочку. Кто что любит. А если никто не любит, то можете подписываться на канал. Ну ладно. Это была шутка. Ну, шутка, подписывайтесь на канал, но не шутка с этим. Можете не выполнять, если не хотите. Так, тут у нас 3 такие кнопочки. 4. Даша разучилась считать, наверное. Тут у нас подставка под русья, там вальтрап чей-то. Ну, то есть, короче, тут песок. Главное, песок. И это тетечка. Так, тут у нас амуничник. Это наш большой, просторный, красивый амуничник. Так, крышу мы снимаем. Да, она снимается, а что вы думали? Вот такая крыша, тут можно регулировать, то есть можно, чтобы он закрывался, и там на первом этаже нашего амуничника находится седло. Английские седла, вот там видите седло, и там такие, сколько там, 5 кронштейнов. Тут у нас под эти попоны, и тут у нас уздечки висят. Это Шайра, вот того уздечка. Ну, может быть, и Мустанга там. Ну, то есть все уздечки пока заняты. И у меня так, это кронштейн под седловая сторона, которая сейчас находится на это. И 2 карипопа. Кто не знает, что такие карипопы, это типа матрасики, на которых можно лежать. То есть это карипоп. Каремат. Вот, они каремат. Не карипоп, а каремат. Вот такой был амуничник. А на втором этаже находятся вальтрапы. Потому что я их не хочу сюда класть, потому что они часто рассыпаются. И 4 котейки. Ну, то есть кошка и 2 котейки. 3 котейки. Начнем сначала с котенят. Это у нас Микки, Муся и Мурчик. Микки, Муся, Мурчик. Наверное, запомнили. Так, это у нас кошка. Зовут Маруся. Или я ее часто называю Ангора. Вот, ее зовут Ангора. Она расположилась на таком, как бы, местечке, которое сделано из ниток, из бечевки. То есть она так скручена, и получилось такое креслице, в котором она располагается. Ну все. Это был мой КСК. Ранчо. Всем пока.